Привет всем! В последнее время мы получаем много обновлений от группы, но больше всего наше внимание привлекло, конечно же, все, что связано с Тэхёном. Как обычно, мы снова увидели их невероятно близкие, связанные друг с другом и разделяющие ту самую связь, которая всегда была их отличительной чертой. Хотя некоторые все еще настаивают на том, что Чингук не хочет быть с Тэхёном, или что агентство заставляет его делать это, просто чтобы похвастаться, реальность иная. Многие участники группы говорят, что Чингук просто оказывает Тэхёну фан-сервис или что ему некомфортно рядом с ним, но на самом деле Чингук никогда не показывает никаких признаков дискомфорта рядом с ним. Каждый раз, когда они проводят время вместе, видно, что они этого хотят. И на этот раз они делятся моментами, снятыми ими самими из своих личных пространств. Если они делятся ими, то потому, что оба решили так сделать. Тэхён никогда бы не выложил видео, которое не одобрил Чингук. В этом обновлении мы видим, как они репетируют вместе. Тэхён снимает, и Чингук, как обычно, хочет быть рядом с ним. Он подходит без долгих раздумий, желая всегда быть рядом с Тэхёном. И как только он подходит, он делает игривый жест, словно позирует перед камерой, демонстрируя свои мускулы и в очередной раз демонстрируя их естественную привязанность друг к другу. Именно эти, казалось бы, мелочи делают Тэхёна таким особенным, то, как они заботятся друг о друге, как они делятся друг с другом, не говоря многого. На протяжении всего видео есть и другие моменты, где мы видим, как Чингук, даже когда он занят чем-то совершенно другим, все еще помнит Тэхёна, иногда взглядом, иногда просто тем, как он двигается рядом с ним. И то же самое происходит в обратном порядке, между ними возникает связь, выходящая за рамки физической. Во время записи, пока остальные заняты своими делами, Чингук и Тэхён словно находятся в своем собственном мире с другими правилами, где самое главное – быть вместе. Кто-то назовет это химией, кто-то – привычкой, но те из нас, кто следил за их историей годами, знают, что это не притворство. Их отношения строились годами, с искренними моментами, с уютным молчанием и искренним смехом. Тем, кто все еще думает, что они просто притворяются, запомните, никто не может так долго притворяться, не осознавая этого, а с Тэхёном ничто не притворяется. И здесь есть уважение, привязанность и общая история, которая сквозит в каждой детали. Как мы уже знаем, Чингук был занят работой над своим новым альбомом, и поэтому какое-то время он не появлялся в социальных сетях. Он не так часто хвастался собой, как обычно, что вполне объяснимо. Но недавно мы наконец-то получили несколько новостей, которые позволили нам узнать, как он проводит время, и было приятно видеть, как они наслаждаются заслуженным отдыхом на пляже. Между этими обновлениями есть несколько моментов с Тэхёном, которые настолько естественны и особенны, что их трудно игнорировать. Чингук снимает на свой телефон, сосредоточенно запечатлевая то, что находится перед ним, и Тэхён подходит к нему с улыбкой, замечая, что он делает, а затем говорит так, как будто он выступает в роли оператора. Его комментарий краток, но многозначителен. Затем Тэхён тянется, чтобы схватить свой телефон и тоже снять его, и Чингук, в их типичном шутливом тоне, сказал, что это его телефон. Как только Тэхён попытался поднять его, он выронил его, и он упал. Все присутствующие начали смеяться, даже они двое, которые продолжали смотреть друг на друга. Это не было большой сценой или чем-то, что требовало объяснений, но это был один из тех простых моментов, которые позволили нам увидеть их истинную связь за пределами любой ширмы или слухов. Естественность их взаимодействия всегда говорила сама за себя. Был и еще один очень значимый момент. Чингук прошел немного впереди, и Тэхён, почти не говоря, положил руку ему на плечо. Он попросил его идти медленнее, и Чингук просто согласился, как будто это было самое обычное дело. Он даже сказал что-то вроде «ну давай пойдем помедленнее», как будто эта простая просьба исходила от того, кто и так явно был с ним на одной волне. И именно это между ними и произошло. Чингук всегда слушал Тэхёна, не из чувства долга, а потому, что между ними была настоящая связь, превосходящая все поверхностное. Есть доверие, есть привязанность и, самое главное, есть постоянное присутствие. Мы наблюдали, как они росли вместе на протяжении многих лет. Мы знаем, что они многое пережили, как хорошее, так и трудное, и они всегда были рядом друг с другом.
Этот последний пляжный отпуск – еще один пример того, как они продолжают заботиться друг о друге, поддерживать друг друга и наслаждаться каждым мгновением. Дело не только в том, что они показывают, важно то, каково это – видеть их. Тэгуку не нужно говорить, что они вместе, его поступки говорят сами за себя. Их отношения остаются такими же крепкими, как и прежде, и это не мимолетный период. Это нечто более глубокое, более реальное, более их собственное. И да, мы знаем, что в такие моменты многие начинают говорить, сравнивать или даже сомневаться. Но правда в том, что то, что есть между Тэхёном и Чингуком, не нуждается в объяснениях, оно существует для тех, кто действительно хочет это увидеть. Не нужно навешивать ярлыки, не нужно теоретизировать. Важно осознать, что это история, которая длится уже давно, она постоянна, у нее были свои взлеты и падения, как у любых настоящих отношений, но она все еще продолжается. Если Чингук и Тэхён нам что-то и показали, так это то, что им не нужно публичное заявление, чтобы их связь стала очевидной. Нет никакого сценария, никакого давления, никакой игры в угоду кому-либо. Все, что у них есть, принадлежит им, и они делятся этим, когда хотят и как хотят. Каждый раз, когда они делают это настолько просто и искренне, что в конечном итоге это раскрывает больше, чем любое официальное подтверждение. Эти моменты на пляже не только о том, как Чингук наслаждается свободным временем, работая над музыкой, или как Тэхён непринужденно делится чем-то с другими. Эти моменты показывают пару, которая продолжает наслаждаться временем, проведенным вместе, заботится друг о друге, уважает друг друга и продолжает строить крепкие отношения шаг за шагом, не поддаваясь всеобщему вниманию или внешним ожиданиям. И именно это делает Тэхёна таким особенным, потому что, несмотря на все, что можно сказать или интерпретировать, единственное, что имеет значение, это то, как они смотрят друг на друга, как они разговаривают друг с другом, и как они продолжают выбирать друг друга в простые моменты. Одна из самых очевидных вещей о Тэхёне – это то, как они понимают друг друга, не нуждаясь в словах. То, как Тэхён и Чингук ведут себя рядом друг с другом, не изменилось со временем. На самом деле, есть определенные жесты, которые они повторяют так часто, что они стали частью их языка как пары. Эти шаблоны повторяются снова и снова, они проявляются только тогда, когда они близки, и они никогда не чувствуют себя неловко или вынужденно. Есть что-то очень естественное в том, как они прикасаются друг к другу, как они располагаются вместе или как они ищут взгляды друг друга, когда находятся в группе. Это что-то, что кажется реальным и постоянным. Иногда им даже не нужно говорить, их тело и жесты говорят сами за себя. Они делают это не для того, чтобы привлечь внимание или чтобы другие заметили, они ведут себя так, потому что это часть их повседневной жизни. Особенно показательным примером служит момент, когда они шли. Чингук шел чуть впереди, словно отвлеченный или торопясь, и Тэхён, не говоря ни слова, подошел, положил руку ему на плечо и тихо попросил сбавить скорость. Чингук согласился и тут же добавил: «Хорошо, пойдем потихоньку». Это была не какая-то грандиозная сцена или что-то сложное, именно в такие моменты доверие было наиболее очевидно. Такая динамика встречается не у всех, но между ними это случалось часто. Существовала некая синхронность, выходящая за рамки дружбы. Она была очевидна в том, как они заботились друг о друге, как реагировали, когда рядом был другой человек, или как менялся язык их тела, когда они были вместе. Эти жесты можно было увидеть во многих их путешествиях или съемках. Например, на пляже был очень простой, но значимый момент. Чингук что-то снимал на телефон, и Тэхён подошел к нему, посмотрел на него и сказал, что он стал хорошим оператором. Он сказал это с улыбкой, словно гордился чьим-то достижением. Затем он попытался отобрать телефон, но Чингук в шутку сказал, что это его, словно обозначая свое пространство, но без напряжения, скорее это было похоже на игру между двумя людьми, привыкшими делиться. В этот момент Тэхён случайно уронил телефон, и все присутствующие рассмеялись. Это был естественный момент, никакого позирования. Интересно было то, что Чингук не злился и не волновался, он просто смотрел на него и смеялся вместе с ним, словно это была ситуация, которую они уже пережили бесчисленное количество раз.
Подобные сцены повторялись бесчисленное количество раз. Иногда Тэхён уверенно прикасался к Чингуку, а иногда Чингук прижимался к нему, когда они сидели, не заботясь о том, кто за ними наблюдает.